Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как вылечить плечо, если ваша боль находится вот здесь, примерно в области акромиально-ключичного сустава. В плечевом суставе выделяют два основных сустава. Это акромиально-ключичный между ключичкой и лопаткой и, собственно, плечевой сустав. Вот сегодня мы поговорим как раз о вот этом месте, где ключица соединяется с лопаткой. И вообще ключица – самая важная кость в плечо-лопаточном поясе. Почему? Во-первых, она единственная соединяет весь плечо-лопаточный комплекс со скелетом с жестким соединением в области грудино-ключичного сустава, потому что вся остальная масса плеча, лопатки и руки находится в подвесе из мускулатуры. Во-вторых, ключица играет очень важную роль в конце амплитуды движения. Когда мы двигаем рукой, сначала срабатывает плечевой сустав. То есть при подъеме руки вот до этого уровня работает только плечевой сустав. Дальше амплитуда в нем заканчивается, и вы можете почувствовать, как ваша лопатка уезжает назад. И как раз таки, если у вас не срабатывает ключица, не проворачивается и не смещается в своих суставах, то мы будем иметь выраженное болевое ограничение в амплитуде движения работы плеча. Причем чаще всего мы будем видеть боль в этой области. Но чаще всего нужно лечить не там, где болит, потому что там, где болит, скорее всего, перерабатывает. И для ключицы очень характерная ситуация, когда грудино-реберный сустав становится очень уплотненным, тугим, и за счет этого большая часть движения и нагрузки падает на акромиально-ключичное сочленение. И попытки лечить его локально, местно не приводят к каким-то хорошим длительным результатам. И супер важно разработать нормальную амплитуду движения в грудино-ключичном суставе. Каким образом можно понять, что у вас есть проблемы с ключицей и с грудино-ключичным суставом? Для этого предлагаю небольшое самотестирование. Первый тест – горизонтальное приведение. Возьмите больную руку и вынесите ее на 90 градусов к корпусу. Дальше положите ее на здоровую руку и притяните к другому плечу. Очень важно, чтобы локоть не уходил выше или ниже, а был четко на 90 градусов. И вы делали это пассивно, то есть второй рукой. Если у вас есть значимая разница между правой и левой стороной, а также есть боль примерно в этой области и ограничение приведения, это первый плюсик. Второй тест – это прямой подъем руки. Опять же, очень важно довести руку до конца амплитуды. И желательно сделать это пассивно, тоже при помощи второй руки. Поднимаем больную руку вверх, берем ее второй и пробуем увести в самый конец амплитуды пассивно. Оцените, какие вы испытываете ощущения. Очень часто вы почувствуете болевое ощущение в той же точке, которую вы испытывали при горизонтальном приведении в первом тесте. И третье. Нужно пропальпировать, то есть пощупать область сразу ниже грудино-ключичного сустава. Сначала найдите головку на ключице, скатитесь чуть-чуть ниже и попробуйте сделать вот такое поперечное движение. С больной стороны вы можете почувствовать хруст и очень сильно болезненные ощущения, которые будут нарастать при трении. Возможно, будет достаточно острое болевое ощущение. Если у вас совпадает три этих момента, то есть у вас есть два ограничения амплитуды движения с болью в конце, а также болевая точка с этой же стороны, то проблема, скорее всего, в ключице. И нам необходимо отработать эту точку и улучшить подвижность ключицы, для того, чтобы разгрузить весь сустав. В первую очередь необходимо отработать болевую точку около сустава. Вот это ощущение терки или как будто вы почувствуете такие натянутые нити, это уплотненная сосудистая ткань, которая как бы держит сустав и не дает ему хорошо работать. В клинике обычно я работаю с таким уплотнением при помощи иглы-ножа или ударно-волновой терапии. Если же отрабатывать их самостоятельно, то необходимо их достаточно интенсивно и глубоко растирать. Для этого найдите болевую точку еще раз, почувствуйте головку ключиц, спуститесь немного ниже, буквально сразу под ней, поставьте один или два пальчика
на эту область, второй рукой увеличьте давление и начинайте движение растирания этой точки. Очень важно не скользить по коже, а как бы работать под ней. Если эта точка действительно активна и болезненна, то боль может быть очень интенсивной, резкой, также может отдавать или неметь плечо. Работайте с этой точкой примерно 2,5-3 минуты. Обычно боль сначала нарастает, может начаться какая-то иррадиация, то есть отдача в другие места, потом небольшая стадия плата, и после этого боль достаточно резко, сильно уменьшается. После того, как вы отработали, если точка отработана хорошо, то вы должны увидеть покраснение и легкий отек в этой области. Обычно в этой зоне будет сохраняться локальная болезненность при ощупывании примерно 3-4 дня. После того, как вы разработали эту точку, необходимо немножко растянуть ключицу. Для этого нам понадобится еще одно упражнение. Это упражнение необходимо для того, чтобы еще лучше растянуть все ткани, которые могут фиксировать ключицу. Обычно мы используем его уже после того, как локально поработали с самой зажатой точкой. Кстати, можете проверить свои симптомы уже даже после отработки одной точки. Они должны стать лучше. Но для того, чтобы еще больше освободить ключицу, возьмитесь рукой за ручку двери или положите ее в полку шкафа. Далее поверните таким образом, чтобы рука оказалась четко сзади вас, для того, чтобы почувствовали хорошее натяжение. После этого вы как бы продолжаете такую небольшую тенденцию поворота к противоположной стороне, для того, чтобы не потерять натяжение во время основной части упражнения. Удерживая эту позицию, мы начинаем немного приседать вниз с ровной спиной, не наклоняясь назад. Если вы все делаете правильно, то уже даже на небольшом уровне приседания вы почувствуете хорошее натяжение в этой области. Повторите эти приседания около 10-15 раз. После того, как вы сделаете эту работу, попробуйте еще раз проверить амплитуду движения в плече. Также стоит проверить специфические болевые действия. Чаще всего это либо жим лежа, либо отжимания. Также это могут быть подъемы какого-то даже небольшого груза на прямой руке. Если вам стало сильно легче, то эти упражнения вам подходят. Я советовал бы вам раз в неделю, 2-3 недели разрабатывать локально точку под ключицей и все это время каждый день 2-3 раза в день растягивать руку назад. И это очень хорошо поможет вашему плечу. Подписывайтесь на наш Telegram, там много интересного и абсолютно другого контента, а также много разборов клинических случаев. Будет интересно. Увидимся.